Мальдивские свинки ни в какое сравнение не идут с этим красавчиком. А одна обезьяна украла у Лизы кокос. Это что? Это горчица, это банка из-под горчицы. Я не знаю, что это плавает, но это вообще выглядит очень стрёмно. Резинки, перчатку видел бутылку горчичную. Я сейчас пойду и буду их искать в воде, чтобы вам их показать. Это сильно. Соскучились? Да мы тоже соскучились, поэтому мы снова приехали на Калан. В этот раз мы будем путешествовать на байке, поэтому мы проедем по большему количеству мест. И сейчас мы приехали в такое место, где здесь кафешечка, и тут продают еще мороженое. А мороженое вкусное мы пробовали, и стоит совсем недорого, то есть там за условных 20 бат вы сможете получить вполне приличную порцию. А главное, все еще топпинги, насыпочки, вкусняхи, которые там есть, они все идут просто так, и вы можете взять мороженое с разными вкусами, со вкусом манго, маракуйи, с чем угодно. Джекфрут, коконат и пэшн-фрут. И потом еще посыпать сверху, очень вкусно поесть. Наше любимое, кстати, место, сразу после первого раза, мы тут были один раз, но мы еще сегодня закрепим. Но вот если вы устали на острове, у вас есть байк, вы можете доехать, вот это место с мороженными, с горячими. Вот это место с мороженым, это то самое, куда нужно будет заехать. А прямо за этим магазинчиком, где продают мороженое фруктовое, находится такой вот ресторанчик с летней верандой, просто где открывается потрясающий вид на море, там вот даже вдали видно Паттайю. И здесь подают морепродукты, том-ям, всеми любимый. И запах этого том-яма, мне кажется, из этого места просто разносится по всему острову. Вот я стою, вам записываю, ресторан за моей спиной, и я прям чувствую этот аромат потрясающий, так хочется том-ям. Но пока что мы ограничимся мороженым, потому что мы не очень голодны, но попозже, возможно, мы заедем сюда. И первый пляж в нашей программе — это Monkey Beach. В целом пляж неплохой, единственный минус его, наверное, это небольшая каменистость, когда заходишь чуть-чуть подальше, и цены в местных кафе. Лиза сделала такие глаза, типа, какая каменистость? А там есть камни, представляешь? А знаете, почему есть камни? Потому что там живут обезьяны на скалах, и, соответственно, скалистая местность, и когда вдаль заходишь, то там такие небольшие плиточки, ну как бы естественные камни. Они не то чтобы сильно мешают, но они есть. Это не супер песочек на протяжении всего вашего пути, пока вы не окажетесь по горло. Сама вода, конечно, чистая. Ну и манки, мы с ними встретились. Одна обезьяна украла у Лизы кокос. Лиза просто пришла с кокосом поснимать обезьянку. Но обезьянка увидела цель и решила забраться по Лизе и этот кокос, собственно, украсть. Вот почему этот остров называется Monkey Beach. Потому что здесь есть настоящие манки. Их было 3, пока мы ими любовались. 2 из них убежали, и вот осталась одна маленькая. И здесь постоянно подкармливают. К сожалению, после того, как они поедят, этот мусор остается, но как бы его не так много, то есть видно, что его убирают. И часто здесь приносят обезьянкам всякие бананы, кокосы. В прошлый раз она утащила у меня кокос. Находятся они прямо в конце пляжа, вот около скал. Здесь обычно всегда скопление людей. Вылезла еще одна манки. Ищет для себя еды. Вот что-то нашла, жует. Конечно, аккуратно нужно быть со своими вещами, потому что они могут нападать, они могут утаскивать очки. Были такие истории, было такое, что люди купались, а обезьянки прибегали и вытаскивали все из их рюкзака. Соответственно, да, нужно поаккуратнее быть. Я держу телефон очень крепко. Добрались мы до Самое. Мы там заезжали один раз, и внешне он нам безумно сильно понравился. Пляжная линия, море само. Вот сейчас мы как раз и посмотрим, так ли это на самом деле, или это помутнение от первого взгляда, которое было. Сразу при входе на этот пляж нам открывается такой
Замечательный вид. Мы видим лежаки по обе стороны. И уже вон там беседочка. В чем уже здесь видно принципиальное отличие от того же Таваена, нами нелюбимого, это то, что здесь есть абсолютно доступная для простых людей тень. Короче, если вы не хотите тратить деньги на лежак дополнительный, то здесь вот под этим деревом есть замечательная тень, на которой можно разложиться. Почему тень важна? Да потому что тут быстро сгораешь на острове, в принципе, загорать. Так себе идейка. Потому что ты загораешь уже в момент того, как ты идешь на море, ты там искупался, пришел, ты уже загорел. А если дополнительно еще лежать, ну, это нужно родиться немножко черным. Пляж тоже очень большой, как Таваен, но при этом не такой забитый. А здесь более интересно сделана сама архитектура пляжа. То есть, если Таваен — это тупо линия, которая идет вперед, то здесь всякие ответвления, мини-барчики, которые вот так, между которыми аккуратно проложена дорожка. То есть прикольно это сделано, не чувствуется такой громоздкости, ради громоздкости. Да, здесь большие пространства, но здесь при этом все организовано очень симпатично. Самое время искупаться. Наконец-то долгожданный момент. Полдень, 12:00, наше любимое с Лизой время, как вы уже поняли, для всего, что связано с жарой. И сейчас Лиза протестирует морешко. Кстати, вот вход достаточно неплохой. Есть, да, мелкая галька, но мусор какой-то неестественный в этот раз. Вот так вот, Самое. Рада, мы тебя признали лучшим пляжем. Это просто кошмар. Это что? Это горчица, это банка из-под горчицы. Я не знаю, что это плавает, но это вообще выглядит очень стрёмно, мягко говоря. И вода, кстати, да, она прозрачная, но чуть-чуть мутноватая. Так что, Самое, ты прям расстроил. Приехали на Самое, я там искупался. Что я могу сказать? Вход в море, он, в принципе, более-менее, но опять же, вот эта мелкая галька есть. Но сама вода сегодня ужасная. Во-первых, она недостаточно прозрачная сама по себе. Плюс там плавают листья, плюс там какой-то непонятный мусор, резинки. Перчатку видел бутылку горчичную. Я сейчас пойду и буду их искать в воде, чтобы вам их показать. По мусору стрёмная ситуация. Я надеюсь, что так не всегда. Если так всегда, Самое уходит просто подальше, потому что он для меня изначально казался таким классным пляжем, когда мы его только в первый раз увидели, но не купались. Сейчас же впечатление другое. По сравнению с Таваеном, он тоже очень большой, но здесь есть главный плюс в том, что он не просто огромный, он оригинально сделан, он приятно сделан по расположению всяких кафешек, лежачков и так далее. То есть он выстроен с архитектурной точки зрения удобно. Нет тупо сплошной линии, по которой надо идти. Да, здесь всякие зоны для отдыха сделаны. Здесь есть тень, где можно опять же расположиться. Приятно. Но в то же время вот эта вода, она даже хуже, чем на Таваене в данный момент. Поэтому, не знаю, у меня тогда из фаворитов остается Тайяй, где мы уже несколько раз плавали, и Тиен. Да, пока что такие пляжи. По Самое приятно, но, надеюсь, так опять же не всегда. Вот в данный момент мы попали вот на такое море. Бывает. Лиза сейчас ушла гулять по пляжу. Осматриваю территорию пошла. И приходит, говорит, тебе нужно срочно увидеть местную достопримечательность. Тут буквально пару шагов. Давай, надевай микрофон. Я сейчас тебе ее покажу. Вот идем смотреть, что же там Лиза нашла такого. Она, это же свинюшка. Здоровенная свинюшечка. Да, это мини-пик, только это биг-пик. Симпатюля. Вообще. Мальдивские свинки ни в какое сравнение не идут с этим красавчиком. Но это вроде бы, да, это похож на хряка, но это не точно. Может, это мать героини, например, и тут бегают еще 15 поросят где-нибудь. Самый любимый момент, ну ладно, один из в поездках, это когда ты после жаркого денечка заходишь в кафешечку и выбираешь себе что-нибудь вкусненькое. В этот раз мы выбрали там-ям. Кафе посмотрели на карте, здесь нормальные цены. Это тайское кафе. И я надеюсь, здесь будет еще очень вкусно. Вот преимущество байка, ты можешь доехать туда, куда хочешь. И не обязательно есть на том пляже, где ты оказался, поэтому это круто. Полоса, как у Франкенштейна у меня, конечно, от шлема. Это доп-стиль. Здесь очень низкие цены, очень адекватные даже по меркам города.
То есть здесь основная порция блюд стоит по 50 бат, а том-ям можно купить за 100 бат. Это очень-очень хорошие цены, правда, даже для Паттайи, не говоря уже об острове. То есть, условно, том-ям на пляже стоит бат 250 и больше. Вот такая разница. Так что это, конечно, преимущество брать байк и ездить на нем по острову. Но главное аккуратно. А вот и том-ямчик долгожданный. Порция очень большая, аппетитная. Здесь помимо самих креветок, естественно, ну, здесь плавает стандартный том-ямский набор. Грибы шиитаке, имбиречек. И сейчас будем пробовать. Посмотрим. Это сильно. Не, на самом деле, не очень остро. Просто так попалось. С непривычки, так суп хороший. Нет, суп вкусный реально. Очень вкусный суп. Мне прям нравится. Следующий на очереди пляж Тиен. И это отдельная любовь, потому что он нереально хороший. И вот, на мой взгляд, он с Таяем прям разделяет мое сердечко на 50% каждый, потому что в каждом есть что-то свое и неповторимое. Ну, что сказать по поводу Тиена? Тиен хорош тем, что тут реально прям чистая вода. То есть, если тут есть какой-то мусор, то он минимален, и, как правило, это листочки. То есть нет того, что мы видели на Самое, нет того, что мы видели на Таваене. Здесь прям чистая, классная вода, ради которой хочешь приезжать на остров, и это классно. Да, можно встретить на входе вот такие мелкие камни, которые немножко могут доставлять дискомфорт, но совсем незначительно, потому что они идут лишь несколько метров. Вот дальше самое их сосредоточение, а потом уже эти камни исчезают, и там будет чистый песочек. Из минусов то, что идти достаточно далеко. Тут мелко, и примерно вот мне сейчас по колено, и так будет еще на протяжении, наверное, метров 20, почти под середину или даже конец буйков. Но все равно то, что эта вода чистая, это тебе доставляет только удовольствие, то, что ты по ней идешь вперед. Очень хорошо. По поводу самой территории. Территория большая, конечно, пляж меньше, чем Самое. Этот пляж меньше, чем Таваен, но он достаточно крупный, и здесь также есть несколько кафешек, несколько мест, где можно поесть, различные развлечения стандартные, типа сапов, байдарок и прочие истории, которые вы можете встретить на любом пляже. Много лежаков, которые также стоят примерно 100-150 бат за лежак, в зависимости от того, где именно вы его берете. Меня очень радует, конечно, здесь проход на этот пляж, потому что он достаточно экстремальный. То есть это такая лестница, мост, но мост без перил совершенно. Причем он не очень широкий, то есть там двум людям разойтись на этом мосту. Я там не снимал, думаете, почему? Лиз такая говорит, не надо снимать, потому что мост очень опасен. Но я, в принципе, с ней тут соглашусь. Действительно, стоит быть очень аккуратным, когда идешь по этому мосту. Плюс там есть еще деревянная часть. И там ты идешь, когда по доскам, они вот прям реально под тобой прогинаются. Это очень странное ощущение. Кажется, что они упадут. А там метров 10, наверное. Ну ладно, преувеличил. Но метра 4 точно есть. И с этой высоты на камни как-то не хочется падать. Но в целом все нормально. Тут даже есть целая огромная тенистая зона из деревьев. То есть это вообще потрясающе. В плане тени, наверное, это самое удобное место на всем Калане, где можно просто лечь под деревом, наслаждаться морем, наслаждаться морским шумом, воздухом, купаться и вообще ни о чем не беспокоиться, потому что здесь растительности много, деревьев много. Располагайся с полотенцем, с лежачком, с чем хочешь и наслаждайся этим отдыхом. Очень классно. И все, вы что думали, на 30 минут опять будет? Нет, выпуск этот получился покороче, но зато мы показали вам аж целых 3 пляжа. Я надеюсь, что на какой-то из них вам точно захотелось приехать и посмотреть. Будем снимать по чуть-чуть, будем пробовать разные форматы, поэтому от вас очень, ну прям, ребят, очень нужен искренний фидбэк. Если вам скучно, если слишком много подробностей, если слишком мало подробностей, вы пишите, потому что это очень будет полезно для нас, это поможет нам прокачать этот канал, и тем самым вам будет огромный плюсик в карму. Как люди, которые были в буддийском монастыре на острове, мы знаем, о чем говорим.
Поэтому еще разочек всем пока и увидимся в следующих выпусках.